Здравствуйте. Сегодня наш разговор пойдет о боли в спине. Но мы обсудим особо красные флаги. Так называемые красные флаги – симптомы угрожающих состояний, признаки серьезной патологии, при которой необходимо обращаться к врачу и не заниматься ни самолечением, не пить таблетки от боли, а бежать, в прямом смысле бежать к специалисту в стационар или в поликлинику. Red flags, красные флаги – это термин, который очень любят использовать и терапевты, и неврологи в обозначении самых разных состояний, и не только касающиеся боли в спине. Если вдруг появилась боль у человека зрелого возраста, когда ему больше 55 лет, скажем, или боль появилась у совсем юного подростка, который никогда раньше не испытывал подобной боли. Второй очень важный момент. Боль сопряжена с так называемыми неврологическими симптомами. Кто-то скажет: ой, ну я же не невролог, я вообще не врач, как я могу, понять, что у меня там серьезные патологии. Все очень просто. Если вдруг вместе с болью у вас появились такие признаки, как слабость в ногах, вдруг появилась задержка мочеиспускания или наоборот недержание мочи или кала, то это тоже повод обратиться за незамедлительной, подчеркну, незамедлительной скорой помощью к специалистам. Объясню, в чем дело. Если боль появилась с такими симптомами, как мы говорим, неврологическими признаками, то, возможно, развивается спинальный инсульт. Это специфическое нарушение кровообращения в спинном мозге или что-то еще, что требует особого инструментального обследования. Если боль сопряжена с повышением температуры, и это происходит в пределах не 37, 37,5 градусов, а когда температура достаточно серьезная, высокие цифры, лихорадка, и боль не утихает, а сопровождается одно с другим – боль и высокая температура. Следующий симптом, который должен заставить и вас, и специалиста насторожиться – это потеря веса и боль в спине. Возможно, это проблема, связанная с онкологическим процессом. Наконец, если боль беспокоит вас долгое время, вообще международные рекомендации современные говорят о том, что если боль стала хронической, и если ни специалист, ни вы не можете справиться обыденными способами в течение нескольких месяцев, а отсчет хронификации боли – это 3 месяца, все, что до 3 месяцев – это боль острая, свыше 3 месяцев это боль хроническая. Так вот, если, несмотря на проводимую терапию, вы испытываете боль, то стоит задуматься и, наверное, проводить дополнительные методы обследования уже у специалиста соответствующего профиля, невролога, ортопеда, травматолога, возможно. Могу сказать, что подобные феномены, которые сопряжены с красными флагами, я говорю о боли в спине, они являются предметом изучения, диагностики, лечения не только у невролога, но, возможно, это и ревматологическая проблема, и онкологическая, и инфекционная. Другими словами, палитра, спектр заболеваний, которые могут вызвать подобные виды болей в спине, сопряженные с красными флагами, их много. Это могут быть спондилодисциты, воспалительные заболевания позвоночника, это могут быть метастазы позвонки, это могут быть сосудистые заболевания спинного мозга, так называемые спинальные инсульты. Ну и, наконец, если вдруг вы испытываете сильную боль после травмы, когда вы упали, неловко резко повернулись, и боль стала очень сильной и не проходит в течение нескольких дней, все-таки стоит обратиться к специалисту и разбираться с этой болью уже в условиях либо стационара, либо в поликлинике. Чтобы прояснить ситуацию, приведу пару примеров из своей практики. Вот обращается женщина, ей 60. Вроде бы стандартная жалоба на боль в спине, но надо разбираться, когда она появилась, после чего появилась и у кого появилась. У женщины зрелого возраста боль появилась после того, когда она выполнила неловкий поворот корпусом. Она потянулась за картофельной, упала у нее картофельная, которую она чистила, и сразу в спине боль. Вы скажете, у кого такой боли не бывает. Но возраст – это один из красных флагов. Я порекомендовал ей сделать соответствующее обследование. Она провела рентгенографию позвоночника, и что выяснилось? Перелом. Перелом вследствие остеопороза.
Мы знаем, что, к сожалению, остеопороз – это бич у женщин зрелого возраста. Кости становятся очень хрупкими, и для этого не надо им падать там с 5 метров, не надо, чтобы кто-то бил по спине ломом, достаточно неловкого поворота. Тоже мужчина зрелого возраста, ему тоже под 60. Кто-то ему посоветовал для укрепления мышечного корсета заняться физическими упражнениями, йогой. Ну классно, все здорово, все замечательно. Он и начал заниматься. Неловкое, опять-таки, положение туловища, выполнение сложной асаны, позы. Появилась боль в грудном отделе. И расхожий диагноз остеохондроз уже у него, что называется, в кармане. Грудной остеохондроз. Ему выписывают нестероидные противовоспалительные средства, которые ему совершенно не помогают. И опять вопрос. У кого, когда, какая боль появилась и что ее сопровождает? Так вот, у этого пациента боль сопровождалась температурой. То есть еще один красный флаг, на который ни он, ни врач в поликлинике не обратили внимания. Когда мы провели соответствующее обследование, и речь не только о томографии, но и о проведении тривиального обычного анализа крови с исследованием уровня сои, оказалось, что уровень сои зашкаливает. Поясню, в чем дело. Уровень сои – это реакция крупнодисперсных белков плазмы на воспалительный процесс. И когда мы сделали томограмму, то мы увидели признаки воспалительного процесса в позвонках, говорящие о том, что этому пациенту нужны были уже не столько противовоспалительные средства, а совершенно другой подход в его лечении. Спешу успокоить. Конечно, процент заболеваний, связанных с красными флагами в спине, с симптомами опасности, невелик. Это буквально считанные проценты. И не надо, знаете, сразу бежать куда-то, кучу обследований делать. Посоветуйтесь с врачом, с опытным неврологом, терапевтом, который разложит все по полочкам. Больший процент – это, конечно, не специфическая боль в спине, связанная, повторюсь, с проблемами в мышечном аппарате, связках, в суставах, а не связанные с какими-то тяжелыми недугами типа опухоли или воспаления в позвоночнике. Но все-таки будьте, пожалуйста, настороже, потому что горе тому пациенту и тем паче врачу, который упустит время, тот самое драгоценное время, которое необходимо для правильного лечения подобных угрожающих состояний.